Итак, создать новую позицию можно из кабинета тренера тремя различными способами. Способ первый. Это способ через создание задачи. Входим в задачи, добавить задачу, и добавляем ее. Второй способ – через загрузку уже готовых задач. И третий способ – через импорт определенных категорий, уже созданных каким-либо тренером. Рассмотрим каждую по отдельности функцию или возможность создания позиций. Итак, первая функция – добавить задачу. Если мы нажмем на «Добавить задачу» в кабинете тренера, перейдя в задачи, то мы видим добавление задачи. Оставив самостоятельно доску с изначальной позицией, или расставляем позицию, делаем так, как вам хочется и как быстрее. Ставим очередность хода, белые или черные. Непременно нужно задать ход, то есть кто ходит. Также можно делать рокировку или нет. И обязательно поставить «Применить» и «Продолжить». А вот здесь на втором пункте у вас будет уже само решение той исходной позиции, которую вы задали. То есть вы должны обязательно создать решение. Создаете его нужными ходами, копируете, применить, продолжить. Количество ходов проставляется автоматически. Выставляете уровень сложности от 1 до 10 и обязательно мышкой подбираете одну или более категорий. Нажатие и удержание на клавиатуре Ctrl позволит вам выбрать несколько категорий. Далее можете ввести название задачи, это не обязательно. Не путайте это поле с полем привязки к категории. И далее идет поле, примечание, видимое только вам. Далее вы сохраняете эту позицию и все. После того, как вы ее сохранили, позиция создана, и она находится соответствующим образом в моих задачах. Это первый способ создания позиций. Итак, второй способ создания задач идет через импорт позиций. То есть у вас есть в формате ChessBase или ChessAssistant или где-то еще PGN-файлы, которые вы можете загрузить в свой кабинет. Вы выбираете загрузку задач и переходите в эту загрузку. Сейчас изучим, как все работает. Вот как это делается. Как загрузить задачи из ChessBase? Первое. Откройте свою базу задач с помощью программы ChessBase, например, ChessBase Reader 2017. Второе. Выделите в списке нужные задачи. Третье. Нажмите в верхнем меню «Файл», выбранное в текстовый файл. Файл, Selection to Text File, выберите формат PGN, формат PGN. И нажмите ОК. Четвертое. Полученный файл с задачами прикрепите в форме выше и нажмите «Загрузить». Задачи загрузятся в ваш кабинет. Рекомендация: если в вашем файле задачи из разных категорий и вы после загрузки будете распределять их, например, назвать ее «Загрузка» и загружать задачи сначала в нее. Так вы не перепутаете задачи с теми, которые у вас уже загружены, и будете видеть, сколько еще осталось разобрать. Войдем в ChessBase и изучим несколько разных баз. Мы сразу увидим, что все базы выглядят и сделаны очень по-разному. Например, вот в этой мы сразу видим, что в ней нет решений. И их нужно вводить, то есть позиция задана, а решения нет. Мы это решение ставим сами. Мы можем, конечно, импортировать эту позицию в наш кабинет и без решения, но тогда придется в пункте 2 это решение добавить в ручном режиме, посмотрев его в книжке оригинале. Ситуаций с базами много и все они разные. Поэтому при импорте рекомендуем тщательно проверять файлы, и первый импорт делать по несколько позиций, и в случае ошибок их убирать. Для удобства тренеров нами создана так называемая VIP-база и VIP-группа, где находится определенное количество тренеров и профессионалов, осуществляющие обмен позиций и баз между собой. Если вас интересует этот вопрос, свяжитесь с администратором сайта. Если вы случайно импортировали одни и те же задачи дважды этим способом, то вы создали дубликаты этих позиций, и вам придется, если вам не нужен дубль, одну копию удалить. При импорте баз позиции всегда будут иметь уникальный ID, то есть не будут повторяться с существующими у кого-то теми же самыми позициями. Третий способ создания позиции идет через импорт категорий. Если вы вошли в нашу VIP-группу через администратора, то вы можете меняться целыми категориями с позициями в них между участниками VIP-группы. Ну, предположим, вы вошли в эту группу и хотите сделать обмен. Как все работает? Вы можете экспортировать любую вашу категорию с позициями в ней, то есть отправить на экспорт ваш файл в общую VIP-базу обмена файлами.
А оттуда вы можете импортировать нужные вам базы, позиции через импорт категорий. I'm fired up and tired of the way that things have been.